Друзья, всем привет! С вами Станислав Лебецкий и это канал о ремонте и отделке. В общем, продолжается ремонт домика в деревне, и в этом ролике расскажу, как сделать красивый фартук из плитки, так называемый кабанчик. А также какой инструмент понадобится. Ну и все о минусах и плюсах такой плитки и конечно же полезные советы. Куда же без них? Приятного вам просмотра! Многие знают, кто давно подписан на канал, ранее показал всю подготовку, а это оштукатуривание стен, ну и отдельно фартук. А также рассказал и показал, какие вносились корректировки и как вы думаете, помогут ли эти изменения получить идеальный результат в конце ремонта после установки кухонной мебели. Посмотрим, так как я действовал согласно размера мастера по изготовлению и установке мебели. Как говорят, одна голова хорошо, а две лучше. Так ли это на самом деле или есть исключения, решать вам. В общем, в конце ролика покажу, что получилось, какие есть недочеты и как их можно было исправить. Но все же, по итогу, все остались довольны результатом. Ну что ж, приступим. Первое, с чего стоит начать? Конечно же, нужно определиться с плиткой. Это цвет, формат, размеры, ведь это даже может быть мозаика, плитка мелкого формата, среднего формата, такая как на данном объекте, так называемый кабанчик, или даже крупноформатный керамогранит. Но о нем расскажу в следующих роликах. Второе, также самое важное, на что необходимо обратить внимание при покупке плитки, все упаковки, если больше одной пачки, должны быть из одной партии, чтобы не было отличия по оттенку. Казалось бы, белая и белая, но нет. На объеме плитка из другой партии с большей вероятностью будет отличаться, поэтому берите с небольшим запасом, это лучше, чем нехватка, а то вдруг что-то пойдет не так. Третье, для полной картины, если есть декоративные вставки и розетки на фартуке, а они с большей вероятностью есть на каждом объекте, то лучше предварительно разложить плитку по полу, а как по моему факту дождаться одобрения заказчика, потому что сейчас проще что-то изменить, чем после укладки на стену, ведь раскладка на бумаге не отображает такого эффекта, как плитка разложена по полу. А что по поводу размера плитки? На данном объекте и большинстве на других я советую, если и брать такую плитку, то лучше с размером 150 на 400 мм. По двум причинам, как минимум. Самое основное, сюда же отлично становится блок розеток и выключателей. Максимальное количество до 4 штук в пределах одной плитки. А с более мелкой чаще всего блок выходит за пределы. И получаются такие щели, так как есть фаска. Также из плюсов с таким размером легче мыть, чем с более мелким форматом. Чего уже не скажешь о крупноформатном керамограните. Меньше швов, а это сказывается на цене и затратах, как бывает в редких случаях с эпоксидной затиркой. И так можно сравнивать до бесконечности. Ну и конечно же 4 плитки в ряд составляют нормальную высоту фартука в 60 см, за исключением нескольких миллиметров за счет толщины шва. Ну а о минусах я расскажу в процессе просмотра ролика. Итак, двигаемся далее. После полной раскладки можно сразу отцентровать и сделать зеркальные края относительно фактически длины фартука и сделать одинаковую подрезку. Но ею я буду заниматься в процессе укладки, чтобы не проморгать те самые миллиметры. Фартук фактически длиной 2 метра 84 сантиметра минус швы по краям получается ориентировочно 2 метра 83,5 сантиметра. Малая подрезка получается 11 сантиметров. В принципе неплохо. В общем, как-то так, но не так, как по раскладке. Моя раскладка заказчику понравилась больше. И такое тоже бывает. Ну а на фартуке сбоку сделал раскладку по факту, с учетом узкой полосы под фартуком в пол, чтоб не было двух кусочков на одном ряду. Ну и вверху была более-менее красивая и одинаковая подрезка. Можно было вообще не трогать эту стену. Но, друзья, тут раковина, и если в этом месте покрасить или оклеить обоями, то представьте, что тут будет происходить в ближайшее время. Поэтому фартук нужно закончить и немного выйти за мебель. В общем, в конце ролика будет небольшой спойлер для большего понимания. И тут же можно сказать небольшой минус этой плитки с фаской. В общем, первая проблема. Это, кстати, по поводу укладки со сдвигом или без. В данном случае было бы лучше укладывать без сдвига, с точки зрения, чтобы закончить красиво. Но хозяин барин, так как со сдвигом так сделать не получится из-за фаски. Но эта проблема решается путем заглушки торца, либо элькой пластиковой, ну либо также можно воспользоваться и алюминиевыми стартовыми планками, как это я сделал на дымоходе. Но выбираю не я, а заказчик. Мое дело предложить. Поэтому о таких мелочах нужно думать заранее, еще на этапе закупки материала. Следующий немаловажный процесс – это подрозетники. Как вы помните, я проложил провод, но не высверливал подрозетники.
так как заранее я приблизительно понимал, какая будет плитка, и ориентировочно разместил два провода на данном участке. Но теперь-то можно точно расчертить и просверлить, чтобы попасть и разместить блок розеток в центре одной плитки. Но к этому процессу я еще вернусь, так как нужно еще разметить и выставить первый ряд. Для более точной разметки первого и остальных рядов в идеале уже понимать, какая будет напольная плитка. У меня же она была куплена заранее. Остается только подобрать толщину клеевого слоя при помощи подкладок. Я взял за ориентир 4 мм и уже от нее размечаю первый ряд. Старт был, согласно рекомендации мебельщика, 87 см от чистового пола. Но естественно, далее уже несложно разметить второй ряд и высверлить подрозетники. В большинстве случаев блок розеток устанавливается либо в первом, либо во втором ряду от столешницы, но чаще во втором. Размечать можно как при помощи рулетки, так как несложно сделать замеры разложенной плитки по полу, ну или по факту, отмечать расположение каждой плитки. В принципе, эти два способа рабочие, тут уже кому как удобнее. И не забывайте, рулетка рулетке рознь. Будьте внимательны. Зная уровень первого ряда, по нему же размечаю второй и переношу фактические размеры плитки вокруг, так сказать, провода. В этом плане тоже есть свои минусы. А вот с керамогранитом таких проблем нет. Сверли где хочешь. Но если же вам, конечно, все равно на стык двухфасок за накладкой. Но по итогу мне такие вещи всегда бросаются в глаза. Огромная дырень получается. А если размечать таким путем, то все получается тип-топ. После того, когда нашел центр, от него уже пляшу влево и вправо. Удобнее и быстрее приложить блок в сборе и сделать метки по центрам. Они есть на подрозетниках. По итогу разметил, немного приподнял провод вверх, так как немного не попал по высоте, и высверлил по 3 подрозетника в двух местах. Немного дорабатываю и на этом все, так как подрозетники буду устанавливать после укладки плитки, а не до, чтобы потом не заморачиваться с длинными саморезами. Я думаю, многие понимают, о чем идет речь. В общем, с этой задачей справился. Далее необходимо закрепить опорный профиль для первого ряда. В качестве опоры использую направляющий профиль для гипсокартона 28 на 27 мм, так как он был в наличии и он же мне пригодится в дальнейшем. Но если нет такого, не беда. Также можно использовать правило, брусок, что есть в наличии, то и крепим. Главное, чтобы была более-менее жесткая опора. Для ускорения процесса разметки использую лазерный осипостроитель, а профиль к стене фиксирую при помощи дюбель-гвоздей с грибком. Чем чаще, тем лучше. Меньше шансов, что профиль опустится. Но для информации профиль я и так опустил чуть ниже метки. Далее расскажу также для чего. После, так сказать, всех пыльных работ, грунтую основание грунтовкой глубокого проникновения на один раз при помощи валика. Так получается быстро и аккуратно, чем с распылителем. А чтоб не замарать грунтовку уже уложенную плитку на дымоходе, на всякий обклеил скотчем. Готово! Теперь даю время подсохнуть грунтовке, а чтоб не терять время зазря, приступил к сверливанию отверстий под подрозетники уже в самой плитке. Чтоб нормально и точно разметить на плитке, наклеиваю малярный скотч и размечаю уже по факту высверленного блока подрозетников в стене. Главное найти центр на плитке, как по длине, так и по высоте. В общем, все как разметил по стене. Так как это не керамогранит, с коронками можно особо не заморачиваться. Справятся с этой задачей и недорогие коронки. Можно сверлить при помощи шаблонов или через центрирующее сверло. И для многих не секрет, для увеличения срока службы алмазных коронок желательно сделать водяное охлаждение. В этом поможет кухонная губка, вставленная вовнутрь коронки. Один раз намочил и погнал сверлить. Но при этом сверлить, а точнее давить на плитку, нужно очень аккуратно, чтоб не лопнуло пополам. Ранее случалось и такое. Кто предупрежден, тот вооружен. А перед сверлением второй плитки обязательно убирайте мусор после первой. Тоже есть риск, что лопнет. С этой плиткой нужно аккуратнее. И после высверливания желательно вымыть начисто с двух сторон. Как бы вроде все, но еще не все. Далее замешиваю плиточный клей в небольшом количестве, так как тут сильно не разгонишься. Так как нужно сделать технологическую паузу перед повторным перемешиванием, а есть свободные 5 минут, куда можно их потратить? Правильно, дорезать отверстия в плитке, убрать уголки при помощи болгарки, потому что благодаря им не получится установить подрозетники после того, как плитка будет приклеена, разве что только по отдельности, так как мешают каналы.
А по краям подрозетника нужно доработать и отрезать лишнее, ведь дальше соединяться уже некуда. Повторно перемешивая плиточный клей, и можно приступать к работе. Для большей информации и образца, так как я хотел сделать плинтус по низу, по краю фаски, а это на самом деле реально сделать, чтобы не было пустоты. Это тоже если что минус. Но в общем лазерную линию я установил не по верху плитки как обычно, а по низу, чтобы внизу была четкая линия. Но скажу заранее, планы мои сорвались и я старался напрасно. Результат вы также скоро увидите в конце ролика, поэтому рекомендую досмотреть. Процесс нанесения плиточного клея бывает разный, но так как формат плитки небольшой и как по мне проще нанести клей на стену и срезать гребенкой, а на сдир нанести на обратную сторону плитки для лучшего сцепления и заполнения пустоты клеем. И как вы можете заметить, наношу клей сразу на 2 ряда, а не на один. Так получается быстрее. Можно, конечно, и на 4 ряда, но есть вероятность, что плитка сползет, потому что опорный профиль не такой жесткий, как кажется, как допустим, если это было правило или брусок. Но и профиль в принципе тоже не фольга, как-никак 0,5 мм, но все равно не рискую. Ну и конечно же скажу вам так, наперед, когда основание ровное и по уровню, процесс поклейки плитки происходит гораздо быстрее, чем по кривому основанию. Поэтому в последнее время ухожу от укладки плитки на слой. В таких случаях, как неровные стены, правильнее будет протянуть клеем, выровнять и поклеить чисто под гребенку. Так получается меньше усадочных процессов, а если и есть, то минимальная и равномерная. А это залог качества и хорошего конечного результата. В общем, процесс такой. Мажь, лепи, вставляй крестики и следи за уровнем. В принципе, ничего сложного. Единственное, также нужно не спешить и приклеивать плитку с выстреленными отверстиями под подрозетник очень аккуратно, чтобы опять же не лопнуло и не получилась микротрещина. Но можно этого избежать и высверливать после укладки на стену. Кому как удобно. Главное изначально точно разметить. И еще одна рекомендация. Всегда убирайте клей с опорного профиля и краев плитки. Ведь потом проще дочищать и домывать. После укладки по всей длине вставляю дополнительные клинья для большей уверенности и подстраховки. И конечно, куда же без проверки. Теперь возвращаюсь к подрезке по краям. Как я уже говорил, сделаю по факту. Замеряю с учетом толщины шва. Кстати, крестики можно использовать 1,5-2 мм и пару миллиметров под плиткой для нормального заполнения силиконом в углу. Наклеил скотч, прочертил и отрезал недорогим ручным плиткорезом. А края доработал черепашкой. Можно этого и не делать, ведь все равно все скроется силиконовым углом. Но все же приятно ведь и на этом этапе, когда все ровно и четко. А для более быстрой подгонки использую грубую черепашку. Как вы поняли, не довожу до фанатизма, просто ровненько и аккуратно. Проверил и приклеил. Тут же клей под гребенку удобнее нанести на плитку, а на сдир по стене. А чтоб не передавить, придавливать желательно чем-нибудь длинным. В моем случае длинным уровнем, относительно плоскости уже приклеенного фартука. А если передавить, то после установки мебели с большей вероятностью, что это будет заметно. Но это еще не самое сложное. Торцевое примыкание от стены до стены. Отрезал, подточил, приклеил. А вот добравшись до угла, приступаю к разметке. Доразметил вторую стенку, как вы думаете, для чего я отступил 1 см по краю? Далее расскажу. Ну а вот в самом углу не все так просто. Плитка с фаской, и получить красивый угол получится сделать только при помощи запила внутреннего угла на 2 плитках. Это в принципе как с наружными углами, но чутка проще. Ну а дабы соблюсти четкий угол под 45 градусов, использую свой старенький макрорез. Да, ржавый, но все еще пилит. Живучий оказался. Но в принципе, если нет макрореза, то можно и болгаркой запилить при хорошем желании. Как говорится, если долго мучаться, то что-нибудь получится. Но с макрорезом получается прям ровненько и без сколов. Да и по времени получается гораздо быстрее. Ну и куда же без доработки и подгонки до идеала при помощи черепашек. И кстати, вы заметили, как я разметил внутренние углы? Просто перевернул плитку, подкладками в 3 мм задал слой плиточного клея, и вот она линия ориентир, будущая линия реза. По итогу получаю точный результат, но все же перепроверяю. И как вы видите, получил то, что хотел.
Но по красоте, не правда ли? Теперь также желательно и приклеить с сохранением ровного шва или зазора в углу. Так делать опасно, но все же придавил временно плитку в углу. Сразу разметил край фартука по лазерной линии, но не по первой линии, а по второй, и приклеиваю далее. Но и тут тоже желательно приклеить сразу два ряда и выставить угол по лазерному лучу. Возвращаемся к двум меткам. Первая метка – это ограничение, докуда нужно наносить плиточный клей. Как по стене, так и по плитке. Нужно оставить пустоту, чтобы потом не выпиливать клей для того, чтобы потом ставить заглушку, эльку, и закрыть дальнейшим торец плитки и получить ровное примыкание с обоями, как в моем случае, без всяких заворотов и подворотов, которые со временем отклеиваются. В общем и целом, самые сложные и основные два ряда готовы. Далее и остальные два ряда, а в моем случае больше 4 рядов в некоторых местах, будут попроще и побыстрее. Главное теперь следить за вертикальными швами через ряд, чтобы они четко совпадали. Небольшой совет. Часто бывает при особо точных замерах и после изготовления мебели, если стены ваши реально ровные, то шкафы устанавливаются в торец плитки и вплотную к стене, а не в накладку. Поэтому всегда слежу за уровнем по верху 4 ряда, чтобы потом не было сюрпризов. Но и естественно я тут тоже следил, хотя знал, что верхние шкафы будут устанавливаться в накладку. А вдруг что-то поменялось, а тут раз и ровненько. В общем, приклеил третий и четвертый ряд, сделал сразу же всю подрезку, так как есть размеры предыдущих двух, и приклеиваю по своим местам. Итак, пока доклеиваю подрезку, хотелось бы уточнить и посоветовать вам одну простую фишку. Как вы видите, сверху есть еще один ряд. В этом месте будет находиться вытяжка. И забегая вперед, скажу одного ряда мало. Я также уточнял несколько раз, а хватит ли одного ряда, сказали хватит. А как на самом деле получилось, покажу далее. В общем, в идеале в этом месте поднимать гораздо выше. Вот вам образец. Четко и красиво. Не так ли? Хотя тут можно сказать, что экономия должна быть экономной, но хозяин барин. Когда все и всех устраивает, то в большинстве случаев иногда лучше помолчать, но не умолчать и показать, как можно было сделать. Основа основ готова, двигаюсь далее. Нужно доделать полосу с одной стороны, как для нижнего, так и для верхнего шкафа. Эти полосы рассчитывались для того, чтобы отодвинуть шкафы от дымохода, и при осмотре было впечатление, что вся стена из плитки. И опять вопрос. Как вы думаете, получилось воплотить в реальность или что-то по размерам пошло не так? Но на самом деле отодвинуть нужно было из-за газовой трубы. Ну и на другой стене выложить узкую полосу до самого низа, а от столешницы полноценную полосу до самого верха. Это все из-за того, как вы помните из предыдущих роликов, данный угол развернутый. И это нужно, чтобы сгладить и обыграть этот угол. А почему вверху полноценная, а внизу просто узкая полоса по краю? Скажу наперед, тут шкаф станет вплотную, так как тут есть место, куда его задвинуть. А вверху нет. Также все подробнее увидите своими глазами в конце ролика. И да, ну хотя бы тут на самом деле фартануло и получилось планы воплотить в реальность. Единственное, так как нет еще тестового потолка и короба из гипсокартона, пришлось не доходить до самого верха, а доделать после монтажа короба как минимум. Короб из гипсокартона нужен будет, чтобы не закрывать газовую трубу, чтобы у газовых служб не было лишних вопросов.
Как вы понимаете, это уже другой день. Клей схватился, теперь собираю крестики, чтоб не мешались. Ну а далее и опорный профиль, так как дальше он будет только мешать. Догрунтовываю, что не догрунтовал, собираю обрезки и из них же доделываю другую подрезку. Безотходное производство получается. Все идет в дело. И приклеиваю далее. В принципе, практически все готово, за исключением одного ряда под потолком. Как я уже говорил, нужно собрать короб из гипсокартона. И кстати, собирал я его при помощи фрезеровки. После сборки короба доделываю ряд. И еще ряд за коробом. Это один кусочек плитки. Это хоть и плохо, но все-таки как-то просматриваемая зона. А там, где невидимая, оштукатурил остатками плиточного клея. Это чтоб лишний раз не сверлить пером для того, чтобы закрепить профиль для натяжного потолка. А чтоб не поцарапать плитку, а она ведь глянцевая, наклею скотч по предыдущему ряду, так как относительно приклеенной плитки и буду протягивать широким шпателем. И также нужно работать аккуратно, так как плитка только приклеена и при сильном нажатии можно сильно задавить. Знаю, что многие потолочники сказали мне за это спасибо, но к счастью я и сам справляюсь с этой работой, так что спасибо мне. Если остался плиточный клей, то этими остатками лучше приморозить подрозетники, чем в мусорку. И да, подрозетники в одну плоскость плиткой, поэтому лишние движения с поиском удлиненных саморезов ни к чему, хватит коротких заводских. По итогу вот такой вот результат я получил, но правда еще без затирки. Но и затирать я пока что не спешу, даю нормально времени, чтобы клей схватился как следует. А так как такая плитка в принципе в большинстве случаев ровная, то швы получились везде нормальные и равномерные. Как видите, и получилось четкое примыкание к дымоходу по всей длине. Да и угол тоже получился неплохо. Что делать далее? Самое время заняться подготовкой швов перед затиркой. Нужно убрать все остатки клея, которые либо выпирают, либо клей, который остался по самому краю плитки. А так как затирка будет белого цвета, то мельчайшая капелька сразу будет заметна и будет бросаться в глаза. А оно мне надо? Лишние вопросы. Первоначально остатки клея я подчищаю малярным ножом. Это самый нормальный, быстрый и безопасный способ. В том плане, что меньше шансов сколоть глазурь, в отличие от ручного заводского инструмента для очистки или расчистки швов. Ну и куда же без влажной уборки? Смываю то, что не очистилось ножом. Да и плитку помыть бы тоже не мешало. Ориентировочно через недельку приступил к затирке швов, а чтобы потом меньше мыть плитку по дымоходу после затирки фартука, наклеиваю скотч. Но на плитке, конечно же, я не остановился. Также наклею по штукатурке, чтобы потом не чистить перед шпатлевкой. Затирать швы можно как цементной затиркой, так и эпоксидной. Но выбор был более дешевого варианта – цементной затиркой. Замешав немного смеси, необходимо тщательно вдавить смесь в швы на максимальную глубину при помощи резинового шпателя. Я использую свой козырный и доработанный, так как для меня он очень удобен и пальцы не так устают. Затирал в два этапа, сначала одну половину, потом другую. И кстати, если вы будете работать с такой плиткой, то затирку нужно убирать максимально начисто. И в этом вам поможет мягкий резиновый шпатель, так как плитка с фаской и давить нужно нормально, чтобы достать до краев плитки. Жестким шпателем будет посложнее. И также насчет декоративных элементов. С ними нужно быть вообще аккуратно, так как они не гладкие, а есть напыления, с которых очень плохо смывается затирка. В крайнем случае можно обклеить скотчем по кругу или полностью.
После, как вы знаете, я довольно часто не сразу замываю швы, а изначально уплотняю при помощи ТВ кабеля и формирую швы, а только потом лишнее убираю влажной губкой. Но согласитесь, даже без замывки швы получаются четкие и равномерные. Но губка делает их более гладкими и скрывает микродефекты. Да и по времени, как по мне кажется, получается гораздо быстрее. А самое главное, швы не переувлажняются, не вспениваются и остаются прежними. Одна сторона готовая, также работаю со второй и в том же порядке. Все готово. Останется потом после высыхания затирки повторно вымыть и засиликонить углы и примыкания, если есть такие. Но после полной замывки сразу же убираю излишки во внутреннем углу и примыкания, пока смесь еще поддается обработке и не набрала прочность. Убирается все тем же малярным ножом. А на следующий день тщательно вымываю до блеска, чтобы блестело как у... ну вы поняли. Углы и примыкания я силиконил не сразу, поэтому для дальнейших работ я все укрыл пленкой. Но для меня это недели работ, это напольная плитка, шпаклевка стен, потолки и так далее. А для вас это несколько секунд, и я уже формирую силиконовый шов и примыкания. Для этого тщательно обезжириваю угол, чтобы силикон в дальнейшем не отошел, да и чтобы в процессе нанесения не было пыли и мусора. Затем при помощи аккумуляторного пистолета, можно в принципе и ручного, равномерно и с небольшим запасом заполняю шов. Смачиваю силикон и резиновый шпатель мыльной водой и формирую уголок. Делается это быстро и аккуратно. Получается четкий, герметичный, долговечный и трещиностойкий угол. Точно так же по всей длине сделал примыкание к дымоходу. Вот такая красотень по итогу. А теперь я покажу вам плюсы и минусы, а точнее недочеты. Они не критичные, но можно и доработать. И скажу сразу, этот ролик не для того, чтобы обсудить чью-то работу, но вы понимаете, о чем я говорю. Я вот лучше, а он хуже. Нет. Я просто хочу рассказать и показать, к чему приводят недопонимания и разные взгляды на конечный результат. Так как в целом все остались довольные. Да и многие бы обрадовались такому результату. Но есть некоторые но. Итак, для чего мы согласовывали узкие полоски снизу и сверху относительно основного фартука с одной стороны? Когда в конечном итоге все впритык, и я видел, как сюда запихивали шкафы. В общем, теперь непонятно. Факт только один, что заказчик просто так заплатил за укладку. Получается, можно было и не делать. А когда мебель устанавливается в накладку на плитку, то естественно тут все четко, вопросов нет. Но что происходит за вытяжкой, где я добавлял всего лишь один ряд? Как видите, не хватило. В таком случае решение есть. Либо доделать ряд, либо вставить полку с вырезом под вытяжку и все закроется. Что касаемо торца, плитка укладывается со смещением, без разницы, хоть наполовину, хоть на 1/3. То тут спасает пластиковая элька и недоклеивание 1 см плитки по краю, чтобы нормально подойти обоями к плитке и частично спрятать за плиткой и установить заглушку. В целом получилось неплохо, все состыковалось как надо. Единственное, что не очень мне нравится, это различие оттенка плитки от пластика. Пластик оказался немного темнее. Ну а вот как мы обыграли развернутый угол. Это немного заметно по низу верхнего шкафчика, а поверх нижнего и сбоку вообще не скажешь. Что тут разве присутствует развернутый угол?
Но и так в целом тоже неплохо. Все нормально открывается и не мешается. И самое главное, в данном углу будет всегда чистота при должном уходе за плиткой. Несмотря на то, что тут мойка, плитки все равно на брызге воды, в отличие от обоев. А вот что по поводу зазоров между плиткой и плинтусом. Как хотелось, не получилось, как в данном случае, чтоб край плинтуса был по самому краю. А получилось, что получилось. По низу верхних шкафов это не так заметно, а вот по плинтусу это заметно. В таких случаях, за избежание такого эффекта, тогда уж лучше укладывать после установки мебели и сделать силиконовое примыкание к столешнице. Только фаску не забудьте срезать. Но в таком случае не получится поклеить сбоку, только в несколько этапов. Делайте выводы. Ну и по поводу оштукатуривания стен. Я делал параллели, как вы помните в роликах ранее, чтобы получить такой ровный зазор между мебелью и швом плитки. И напротив от стены тоже ровный рез, но об этом расскажу и покажу позже. В общем, такие вот нюансы и как можно было их избежать. Но все же получилось ведь красиво. Надеюсь, и у вас получится сделать лучше и избежать недочетов. Хотя многие говорят: ой, мне и так отлично. Но хозяин барин. Как говорится, докопаться можно и до столба, если очень сильно захотеть. А вот если ролик действительно был полезным, то не откажусь от вашего лайка и комментария. А также можно подписаться и на другие площадки по ссылке в описании. Всем спасибо за просмотр и до скорого.